Прежде чем начать просмотр, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал убийцей авторских прав на Boosty, где я выкладываю все созданные мной серии без всяких ограничений. По скриптум. Код Geass выкладываю без ограничений на Boosty в открытом доступе. Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 32-я серия Тетради Смерти. Это что за классическая музыка? Уничтожить. Уничтожить. Это что за под классическую музыку всех мочит, а? Миками Теро с детства отличался сильно развитым чувством справедливости. Ага. Для него между добром и злом всегда существовала четкая граница. В жизни Теру пришлось пережить много несчастий. Он много раз видел смерть собственными глазами, но это лишь закалило его характер. Заметно. Прямо видно, как закалило. Чувак именно без зазрения совести пишет в тетрадочку все имена. Пейджер. А, нет, будильник. 6 утра. Ага, человек дисциплины. Опрятный. Точный. Двинься. И ты. В мире есть зло и справедливость. Это первый урок, который я усвоил, наблюдая мир вокруг себя. Все люди делятся на плохих и хороших. Золотой середины не существует. Ага, нет, значит, да, серого нету. Этот Серого закон нет. работал даже в таком крохотном мирке, как младшая школа. Я был старостой класса и всегда стремился к высоким целям. Возможно, поэтому у меня всегда находились враги. Школа Судзура. Перестаньте, перестаньте. Со злом надо бороться. Вот тебе. Иногда мне казалось, что справедливость никогда не восторжествует. И он тоже получил. Но что бы со мной ни делали, я никогда не сдавался. Спасибо. И ради этих слов я готов был прийти на помощь снова и снова. Ради обычного спасибо. Ради справедливости я был готов на все. О, И, как. наконец, мне удалось добиться ее торжества. Значит, в школе... Ну же, смелей. Давай, давай. В школе он был таким паханом. Но даже мир детей был далек от совершенства. Но это же... Ну ты планку за... В средней школе, чем больше я выступал против зла, тем больше у меня было врагов. Средняя школа. В младшей он Жертвы смог. сами становились мучителями, а свидетели под давлением зла превращались во врагов. Ради торжества справедливости необходимо было уничтожить зло. Единственным человеком, который понимал меня, моим союзником, была мать. Она вырастила меня одна. Нет, я считал ее матерью. А в чем... А что не так? Считал матерью? Теро, Приемная? этот мир никогда не будет устроен так, как хочешь ты. Пора успокоиться. Тебе не надоело терпеть издевательства? Не надо жертвовать собой ради других. Ты просто останешься в дураках, даже если ты будешь стараться изо всех сил. Но мать ошибалась. Ничего не изменится. Ее не волновала справедливость. И в итоге она поплатилась за свое равнодушие. И как? 4 негодяев сели за руль без прав и не справились с управлением. Так. Все они погибли. А заодно погиб и человек, случайно оказавшийся на месте аварии.
И этим человеком была моя мать. А при чем здесь равнодушие? Гибель преступников избавила их от наказания. Сначала мне стало страшно, и я содрогнулся до глубины души. Ну а то. Но, наверное, есть люди, которые были довольны таким исходом. Например, жертвы негодяев. Нет, наверное, почти все в классе вздохнули с облегчением. Угу. Я оказался прав. Ребята вели себя, как ни в чем не бывало. Увидели. Если будешь творить зло, возмездие обязательно настигнет тебя. Это закон. Уверен. Зло должно быть уничтожено. Это все? Проверьте, ошибок в протоколе нет? Нет, спасибо вам. Я взрослел и понимал, что рожден для особой миссии. Так. Есть люди, недостойные того, чтобы жить. Само их существование вредит окружающим. Став старше, я понял, что плохих людей перевоспитывать бесполезно. Ага. Их следовало попросту уничтожать. Интересно. Удивительно, но люди, которых я хотел уничтожить, начали умирать один за другим. Это случайность? Или я избранный? Ну, все ясно. В сущности, это было неважно. Божественное провидение должно покарать зло. А если нет, то кто-то должен взять на себя эту роль. Короче, начал кое-кто вписывать в тетрадочку. Ради этого я стал прокурором. Прокурор. Прокурор был тем человеком, который призван карать зло. Я решил, что эта профессия — мое призвание. И тогда, Что там? похоже, Бог услышал мои молитвы. Все, что происходило вокруг меня, не было случайностью. Это была Божья кара. Справедливость, наконец, восторжествовала. Похоже, Бог пристально следил за мной. Он Но. словно подбадривал меня. Качалка, И качалка. продолжал карать преступников. Поняв это, я стал посещать места, где мог попасть на глаза Богу. И, наконец, И, наконец, пришло. Бог признал меня. Более того, Он даже решил поделиться со мной своей силой. Ну, понятно, психанул от радости. Стоическое поведение сразу сломалось. Теперь дело за мной. Я должен понять, чего хочет Кира, и неукоснительно выполнять его волю. Уничтожить, 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 уничтожить. Да. Вообще есть маленькая несостыковка в этом моменте. Как прокурор имеет право выходить по телевидению и говорить, что Кира прав? Миками убил Демигаву без моих указаний. И ты этого хотел? В итоге я лишился человека, который мог демонстрировать миру идеи Киры. А, Сейчас я бессилен что-либо предпринять. Твой ход, Миками. угу. Ну, за ним следят. Почему же молчит Кира? Возможно, он ограничен в свободе действий. Но сейчас очень важное время. Необходим человек, который будет распространять идеологию Киры. Что ж, я возьму это на себя. Нифига себе какой. Новости! Новый поворот в деле Киры. У Киры появился новый представитель вместо Домигавы. Смотрите. Это же Ага, бывшая подружка. Такада Кийоми. Видимо, он этого не знал. Добрый вечер. В эфире выпуск новостей, и с вами я, Такада Кийоми. С этого дня я буду передавать зрителям нашего канала волю Киры. Чё? А сейчас вернемся Она к главной самый новости популярный дня. диктор. Несмотря Он на выбрал предупреждение Таки. Министерства У Киры юстиции, хороший вкус. многие студенты и школьники опять вышли Точно. на улицу. Она уже в университете была Они девушкой осаждают Лайта. здание. Это полиция. Ага. Ты быстро сработал, И Миками. просят затем Но о том, группу по что мы были поимке. дружны, сразу же узнают. Нет. На самом деле выбор неплохой. Я бы никогда не додумался выбрать ее, потому что мы Ураган знакомы. Катрина. Да-да-да, просто... Миками хорошо работает. Нужно поскорее связаться с ним. Такада Кийоми. Я разговаривал с ней, когда участвовал в ток-шоу. Ага. Она отлично вела передачу, но когда речь зашла о Кире, глаза у нее загорелись.
Она ненавидит преступность и зло. Можно сказать, что она весьма радикальна в своих убеждениях. После этого я несколько раз беседовал с ней один на один и убедился, что она поддерживает идеи Киры. Она именно тот журналист, который достоин стать представителем Киры. Так. Такада Киёми. Он назначил бывшую девушку своим представителем. Но я не заметил, чтобы Лайт посылал кому-то сообщение. Да. Наверное, я ошибаюсь. Ломаются. Господа, я думаю, мы можем привлечь Такада Киёми к нашему расследованию. Дело в том, что во время учебы в университете мы с ней были довольно близки. Так. Он сам это сказал. Лайт не намерен ничего скрывать? Если Кира посылает ей инструкции и сообщения, которые она зачитывает с экрана, возможно, удастся через нее выйти на Киру. Мне кажется, сейчас это оптимальный путь. Он хочет с ней увидеться. Но вдруг Кира угрожает Таки, и она из страха откажется с нами сотрудничать. Так. Возможно. Не беспокойтесь. У меня сохранился номер ее мобильного телефона. И если я скажу, что хочу встретиться с ней, она согласится. Тебе можно только позавидовать, Лайт. Но, к сожалению, она вряд ли согласится помочь нам поймать Киру. Так. Я часто обсуждал с ней эту тему в университете. Так. Она разделяет идеи Киры. Но, думаю, мы можем этим воспользоваться. И как? Сейчас полиция заявляет, что поддерживает Киру, но на самом деле ничего не делает. Я скажу ей, что сотрудничаю с полицией и попрошу выяснить у Киры, что именно мы должны сделать, чтобы помочь ему вершить правосудие. Какую классную двойную игру она ведет, а? Очень надеюсь, что она на это клюнет. Ты думаешь, получится? Не знаю, но попробовать стоит. Блин, они поверят Верно. ему сейчас. Нельзя упускать такую возможность. Я позвоню ей вечером. Лайт, я хотел бы присутствовать во время разговора с Такадой. Ага. Хорошо, Всё я равно. не возражаю. Всё Нет, равно. даже настаиваю. Кто знает, вдруг она случайно подскажет нам, как выйти на Киру. Да. Ау, как он грамотно сейчас все делает. Ну, они слишком сильно его подозревают. Каждую секунду, каждую минуту. Ну, вот. Слушаю вас. Привет, Такада. Это Ягами. Ягами? Рада тебя слышать. Что Да? случилось? Такада, у меня к тебе важный разговор. Мы можем встретиться? Мне нужна помощь. Моя помощь? Да. Сейчас к тебе приковано внимание всего мира. И, наверное, ты просто не захочешь встретиться со мной. Думаю, что раз уж ты решил позвонить мне, Ягами, значит, дело действительно важное. Папам. После окончания университета я не раз хотел поговорить с тобой. Но случая все не было, а теперь моя работа предоставила нам шанс встретиться вновь. Угу. Знаешь, мне кажется, это судьба. Твоя работа? Сейчас я работаю в полиции и очень хочу обсудить с тобой одно важное дело. О, Насколько я знаю, полиция уже не пытается поймать Киру. Хорошо. Я выслушаю твою просьбу, а потом решу, выполнять ли ее. Спасибо. Главное, выслушай меня. Выведет. Давай встретимся где-нибудь наедине. выведет ее. И я. И я. Соблазняет типа. Ладно. После вечерних новостей. Только мы вдвоем. Я забронирую номер. Я номер забронирую. Ты уверен? Ягами Лайт, насколько я помню, ты жил с Аманой. Неужели вы с ней расстались? Нет, просто я уже порядком устал от ее глупости и ее капризов. Ах ты. Мочи, Да. ты всячески стараешься угодить мне, но ведь ты торчишь здесь уже 5-й день. Классно готовит. Офигеть. Скажи, а Лайт знает об этом? Мне кажется, я делаю что-то плохое. Вдруг Лайт решит, что я ему изменяю. Он будет меня ревновать и может даже бросит меня. Мэлла, ну ты даешь. Я говорил, что эта девчонка и есть второй Кира. Но разве эта дура может быть им? Да, Мэлла. Он просто впустую тратит сейчас время, и он уже психует. Кира до сих пор не вышел со мной на связь. Или он хочет со мной связаться, но пока не может этого сделать. Тогда он сначала встретится с Такадой.
Добрый вечер. В эфире вечерние новости. Слова Киры, которые я передам вам сейчас, станут законом для всего мира. Так. Кира не позволит существовать не только тем людям, которых он считает злом, но и тем, которые имеют способности и не используют их на благо общества, бесцельно проживая свою жизнь. Что? Теперь он будет убивать и лентяев? Что за чушь? Ты перестарался, Миками. Нет, нужно что-то придумать. Я должен установить контакт с Миками. Мацуда, Перестарался. ну как? Отлично. Вся комната как на ладони, можете уходить. Новости уже как раз закончились. Я пошел, Лайт. Желаю удачи. Да, Ну, Миками перестарался, он, то есть, требует от людей, чтобы они действовали, были активными в борьбе против зла. Ну что, Дон Жуан, чертов? Явилась? Интересно, как она оделась. Здравствуй. О, в черном костюме. Под Эйфелевой башней. я соскучился. О, да. Ого. Прости, вырвалась. Садись. Они там так прямо сериал смотрят. Даже не верится, что мы с тобой так давно не виделись. Господи. Почему ты молчишь, Лайт? Скорее начинай разговор, иначе она заподозрит неладное. Иде, вы когда-нибудь любили? Что? Ага. Ну как? Атмосфера что надо. Я не об этом. Ну, Прости. Кира, Это Миками? Она сказала, это Кира? Кира сам звонит ей? Ответь ему. Угу. Повезло. Очень Слушаю. повезло. нет, мы с другом вдвоем. Больше никого нет. Если мне удастся поговорить с ним. Миками. Это будет очень хорошо. Попроси дать мне трубку. Я не могла ему отказать. Кто мог вызвать на встречу представителя Киры? Передай ему трубку. Молодец, думают одинаково. Он хочет поговорить с тобой. Я не ошибся, выбрав тебя, Миками. Угу. трубку взял Лайт? Если это Кира, то он рискует. Я слушаю. Кто ты такой? 26 ноября? 5 страниц? О чем ты? Бог? Да, Миками. Постарайся догадаться. Офигеть. Кто-то пытается ограничить действия Бога? Да, За ним наблюдают. да. Скажи, ты действительно Кира? Он хочет, чтобы я убил кого-то сейчас. Ага, Включи канал Сакура. Включи доказательства. канал Сакура. Включи канал Сакура. Мы Доказательства. все с нетерпением ждем прихода Киры. Продолжай ждать. Черт, это Кира! Миками, ты превзошел мои ожидания. Он снимет жучки? Ничего не поделаешь. Объясни, что это значит? Теперь мы можем спокойно поговорить. А ну-ка. Слушай, Киоми, Он сейчас признается. я Кира. Он признался. И это самый Да, тупой я Кира. Не ход. удивляйся. Это самый тупой ход. Вот самый Ягами, ты наитупейший. Предупреждаю, не смей выспрашивать у Киоми, кто я такой. Ты понял? Да. Все будет так, как захочет Бог. Ты поняла? Я Кира. А с этим человеком я лишь поделился своей силой. Да, здорово. Знаешь, ты единственный мужчина в моей жизни, который действительно достоин уважения. Значит, ты и был Кирой. Это удивительно. Кстати, заметьте, И ты вместе со мной станешь богиней нового мира. кстати, какие мертвые цвета у нее. Мертвые. Да, вместе со мной станешь богиней этого мира.
Я офигею. Лайт, ты в порядке? Да. Акада согласилась нам помочь. Я сделаю вид, что у нас с ней бурный роман. И буду искать пути к Кире. Уничтожить, 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 Да. уничтожить, Господи. уничтожить, уничтожить. Да он страшнее, чем Рюк сейчас выглядел. Кошмар. Он выглядел страшнее, чем Рюк. Так. Ну, на самом деле, таких людей, как Миками, капец как много. И таких, как Тагада Киоми, тоже много. Наконец-то вот он начал пользоваться этими людьми. Я вот на самом деле очень долго ждал, когда он сеть начнет выстраивать, но я не ожидал, что он выйдет на прямой контакт. Что ж, нам по-быстренькому продемонстрировали тут человека, Миками, который с детства был вот таким очень жестким, справедливым пацаном. Очень-очень жестким, справедливым пацаном, с чувством справедливости, с чувством собственного достоинства, та-та-та, бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Так он и вырос. В некоторых моментах мне показалась немного несостыковка в том, что вот от своего равнодушия его мать пострадала. Причем тут его мать, если она даже не участвовала в аварии или, ну, правда, вот тут немножечко нелогично. Может, он на нее был обижен, расстроен, что она не поддерживала его. Вот он даже сказал, я ее считал своей матерью. Не могу его, если честно, тут его с хорошей стороны на него смотреть. Стал прокурором. Кстати, между прочим, мне он показался очень таким стоичным человеком, с организованной жизнью, вообще сам организован очень сильно, опрятен, следит за собой. Потому что если хочешь быть хорошим внутри, надо быть хорошим снаружи. И, знаете, да, стал прокурором, чтобы карать преступников, но вот понимаете, в чем дело? Разве его бы к черту не уволили бы, если бы он бы правда вышел бы по телевизору? Вот если была бы реально такая ситуация, он имеет вообще право ставить другое правосудие, то, которому он не принадлежит, выше той, кому он поклялся служить. Он поклялся служить букве закона. Все-таки прокурор — это тот человек, который служит букве закона. В любом случае. А Кира, пусть даже если он там что-то справедливое делает, это не закон. Это не закон. Данные действия, которые совершает Кира, это на самом деле может показаться, что это справедливо, но это чудовищно. По тому факту, что вот так карать преступников нельзя, потому что потом все начнут бить друг друга направо и налево, начнется гигантская анархия, это будет неподконтрольно. А у кого есть стопроцентный вариант, что Кира не убил тысячи невинных людей, которых просто объявили по телевизору, которые, вот, например, одного подозревали в чем-то, а его освободили, потому что оказался невиновен, но он все-таки думает, что он виновен и вписал его имя. А вдруг, вот я уверен 100%, что таких сотни. Не знаю. И понимаете, в чем дело? Миками, как прокурор, прекрасно должен это осознавать, этот момент. Что ж теперь по поводу Такады Миоми, его бывшей подружки. Она, как журналист, имеет полное право. Вот на самом деле я уже давно хотел затронуть, вот случай не представлялся, вот наконец-то представился, хотел затронуть роль журналистов во всем этом. Журналисты — это те личности, которые вообще исповедуют свободу слова. Есть популисты, есть реальные журналисты, которые исповедуют свободу слова, которые имеют право якобы говорить все, что они хотят по телевидению. Да? Ну, якобы я сказал, потому что есть какие-то черты, которые не очень этично говорить по телевидению. И вообще публично. Вот тут, например, она прекрасно пользуется своим положением. Она говорит на видео, то есть она говорит по телевизору абсолютно вот то, что считает она нужным, о чем хочет просвещать. Она стала представительницей Киры, официальным представителем. По факту она значит, пособница
по факту убийцы. Она пособница убийцы по факту. Это вообще за любую, не только журналистскую этику, это вообще за фактически любую этику проходит. Вообще. Мне очень понравился последний кадр. Мне очень понравился последний кадр, где она обнимается с Кирой. Там, если заметили, это были такие очень тонкие цвета. Вообще, цвета здесь имеют очень-очень сильную роль иногда. Потому что не во всех сериях, а вот в данной серии она была как будто мертвой. Вы понимаете, у нее был цвет, как будто из фильма, не знаю, как будто я смотрел какой-то фильм Тима Бёртона, серьезно. Какой-то фильм Тима Бёртона, либо как будто я смотрел либо «Труп невесты», потому что у нее там реально был какой-то трупный оттенок. У нее не просто она серой была, она была какая-то зеленовато-серая, понимаете, да? Глаза. Перед ней была абсолютная сила. Это вот мужчина, которого следует уважать. Просто перед ней абсолютная сила сейчас, в данный момент. Перед ней Бог. Перед ней сила. И она, ясное дело, соблазнилась, она себя считает, вот это заметно было и здесь, и я помню прекрасную серию, где она появлялась, она себя считает женщиной такая экстра-класса. Нет, я не говорю, что это так и нет, может, это так оно и есть, да, насколько я могу судить по нарисованному, да, соотношению. У нее очень успешная карьера, она сама очень успешная, образованная девушка, которая знает себе цену. И вот она считает, что нашла прекрасную партию для себя. Человек, который, мягко говоря, рулит планетой всей и заставляет даже президента США нагнуться. Если честно, тут кое-что мне это напоминает. Были некоторые, вот, например, Пабло Эскобар. Многие это знают, если кто смотрел сериал «Нарко», или если кто смотрел фильм «Эскобар» с Хавьером Бардемом и с Пенелопой Круз. Мне сериал нравится больше, если честно, потому что там более подробно и более красиво все показано. Там были моменты, что журналистка полностью была за Пабло Эскобаром, за преступником. Вот там такая же ситуация была. Вот Пабло Эскобар, банально, это был самый страшный наркобарон всех времен народов. И у него была там женщина, которая была журналисткой, которая была за него. Она помогала ему строить его зрительское амплуа, чтобы потом пройти в Сенат. Он там баллотировался просто. Она пыталась его показывать в хорошем, нужном свете. Плюс она была его любовницей. Тут прямо такая же ситуация, прямо идентичная. Как будто прямо взята из истории. По поводу, Миками, серого нет, серый есть. Знаете что? Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что серого, вот белого и черного нету, а есть только серое. Но, как говорится, как называется одна великая книга? 50 оттенков серого. Не знаю. Вообще, только одна вещь вызывает у меня в нем уважение. Когда зло происходит, надо бороться, реально. Потому что история знает очень много, невообразимо много ситуаций в жизни. Очень много ситуаций в политической, неважно, военной и так далее, в миллион сферах, когда люди бездействовали, все заканчивалось плохо. Очень. Господи, самый банальный пример можно взять, фашистскую Германию, когда там было. Потому что, когда приходят к власти подобные люди, которые пришли, значит, люди этого хотели. Но в итоге сами понимаете, чем все закончилось. И это закончилось потому, что люди с нормальным моральным компасом, которых было много, потому что я не верю, что абсолютно все поголовно были такие, они в свое время не действовали. Потому что они считали, что подобное зло во благо. На эту тему великолепный фильм есть, называется «Нюрнбергский процесс».
Это фильм о том, как судили судей, нацистских судей. Я очень советую, рекомендую к просмотру, потому что там поднимается очень-очень страшная тема. Там поднимается тема о том, что если совершаешь зло, какое, например, Кира совершает во имя добра, если ты думаешь, что это так происходит рано или поздно, это добро полностью истребится и превратится в еще большее зло. Я сейчас о том говорю, что Миками в одном прав. Он нельзя бездействовать, только он это делает совершенно страшными методами, которые непозволительны. Вот видите, снова же отсылку может сделать, потому что есть прокурор, который вынужден отпускать на свободу негодяев, убийц. Возможно, кстати, это на него повлияло, потому что не может он целыми днями это выносить. Плюс детство, плюс вот обостренные чувства. Человек явно лидер. И явно родился не в то время. Что ж, это была 32-я серия «Тетради смерти». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте и обязательно на Бусти, где я выложу данную серию абсолютно без каких-либо ограничений.